Примерно с таким видом вы будете просыпаться, если будете ночевать в Москва-Сити. Всем привет, друзья! Мы находимся в Москва-Сити, в высотке Нева Тауэрс. И наконец-то по нашему дизайн-проекту закончили ремонт в этих апартаментах. Это апартамент площадью 75 квадратных метров. Он состоит из большой кухни-гостиной и мастер-зоны, которая включает спальню, и ванную, которая объединена со спальней. Давайте расскажем все по порядку. Главная концепция этого апартамента была в том, чтобы сделать городскую резиденцию не для постоянного проживания, а именно для того, чтобы оставаться в Москве иногда. Потому что хозяин этого апартамента с семьей живут в большом загородном доме в Подмосковье, а эта квартира нужна именно для тех случаев, когда припозднился в ресторане, сходил с женой в театр там, или, например, заработался в офисе. И как раз в Москва-Сити очень удобная локация для того, чтобы остаться, иногда переночевать, почувствовать городскую жизнь, не становиться совсем, наверное, сельским жителем. Этот апартамент предназначается в основном для главы семейства, поэтому здесь такой больше мужской брутальный дизайн. Это все-таки квартира-бар, квартира-офис, в которой останавливаются иногда. И здесь не нужен такой совсем уж домашний семейный уют. Здесь нужен скорее стиль какой-то четкий, определенный. И мы здесь этого, я считаю, достигли. Пространство гостиной, совмещенное с кухней, делится на несколько функциональных зон. Конечно же, это большая функциональная угловая кухня в антрацитовом цвете с островом. Остров полубарный, он оснащен свесом. Здесь можно пить кофе по утрам, по вечерам можно пить виски, смотреть на проекторы фильмы и общаться со всеми, кто находится в гостиной. То есть, по сути, здесь такое место для общения. Перед островом стоит угловой диван. Он прежде всего направлен, конечно же, на панораму, потому что самое дорогое в этой квартире — это, конечно же, панорама, вид из окон. Здесь очень высокий этаж, здесь очень красивые закаты, здесь панорамный вид на Москву. И отворачивать диван от этого панорамного вида, я считаю, что это просто преступление. Поэтому мы развернули диван в сторону окон. И чтобы не загораживать этот же вид телевизором, мы сделали проектор, который выдвигается из потолка. Моя любимая фишка – это паровой камин. Посмотрите, как он красиво смотрится. Мы уже в нескольких квартирах его использовали. Постоянно все пишут, что это за чудо такое, где вы его взяли, где его купить. Он увлажняет воздух, то есть воздух становится более влажным. Это особенно актуально для высотки, для апартаментов, потому что здесь, например, не открываются окна, здесь есть специальная вентиляция, но здесь нету сквозняков, здесь может от кондиционера сушиться воздух, поэтому дополнительное увлажнение лишним не будет. Это полностью зеркальная стена в такой красивой растекловке, она увеличивает гостиную, по сути, в 2 раза. Очень часто дизайнерам тяжело сообразить, как закрыть вентиляцию на многоуровневом потолке, потому что это бесконечные короба, люки, ну реально беда с этим. И получается, как правило, некрасиво. Вот здесь мы постарались придумать так, чтобы было красиво, чтобы каждый из коробов был частью композиции, а не просто какой-то фигней на потолке. Вот посмотрите над кухней, вот эта вот штука шпанированная, это на самом деле короб, в котором вент-машины находятся, и куча люков. Здесь этого не видно, это как бы органично, это часть кухонной мебели, и все во все перетекает. Вроде как прикольно, да? В коридоре тоже опуск для воздуховодов, которые идут из общего коридора со щелевой решеткой. И, соответственно, это все как-то не ощущается. Вот я считаю, это капец важно, потому что иначе часто вижу квартиры, в которых вот эти вот короба какие-то неказистые, они здорово портят весь дизайн, несмотря даже там на дорогую мебель и какие-то роскошные вещи. Ну, кроме того, ведь не стоит забывать, что Москва-Сити — это высотки. В таких высоких домах окна ведь не открываются. Здесь не откроешь форточку и не проветришь. Здесь система вентиляции является обязательной. Она включена уже в комплектацию апартамента. От нее никуда не деться. И без нее вообще никак. Так же, как и в Дубае, так же в Москве, в любом небоскребе. Вентиляция — это вообще самое главное, иначе здесь можно просто задохнуться, особенно летом. Лайфхак на заметку всем. Если вы хотите увеличить высоту потолка и в целом добавить пространство в помещение, и у вас вот есть, допустим, такие панорамные окна в пол, делайте глянцевый керамогранит на полу. Вот обратите внимание, здесь отражается просто
вся высота, и это очень красиво. Теперь немножко о кухне. Первая колонна — это у нас холодильник встроенный. Он состоит из двух частей. Это фреш-зона и морозилка. Это две отдельные дверки. Дальше посудомоечная машина на 45, небольшая. Ну, я не думаю, что здесь будет много посуды, чтобы нужна была на 60. Дальше мойка Амайкири. Потом варочная поверхность с выдвижными ящиками для столовых приборов и посуды. Просто колонна для посуды. И витрина, такая шпанированная, красивая, с подсветкой. Обратите внимание, кстати, на верхние шкафы. Это такая прикольная фрезерованная поверхность. Всегда смотрится как-то богато. Когда есть просто плоские фасады, неинтересные, то добавить вот такую вот фрезеровку, всегда хорошо. Она как-то обогащает, дополняет вид кухни. Плюс здесь есть еще кухонный остров, за которым можно сидеть, завтракать, смотреть на шикарный вид на Москва-Сити. В остров также встроена духовка. Если вдруг кто-то спросит, а где же духовка? Она в острове. Все нормально, мы предусмотрели. Зона мойки оформлена комплектом от Амайкири. Снизу подклеена стильная мойка из такого темного металла, никелевого. Очень хорошо садится в общую концепцию такой мужской брутальной кухни. Кран у нас со смесителем. Здесь есть смеситель и кран для фильтра, для фильтрованной воды. Вот этот шланг можно менять, его можно поменять на красный, он уже идет в комплекте, но мне, честно говоря, черный матовый гораздо больше нравится, он вот идеально садится в общую картинку. И, конечно же, у нас есть вот такой дозатор для мыла, чтобы у нас не стояла яркая банка Фейри или какое-то там мыло ужасное, то есть мы его заливаем, подключаем и аккуратненько набираем мыло. То есть все в одном стиле, в одном цвете и идеально садится вот на наш вот этот черный камень. А здесь мы решили разместить легкую стоечку барную, чтобы использовать пространство вот этого проходного, не очень полезного коридора. Теперь здесь можно посидеть с ноутбуком, с бокальчиком, также наслаждаясь видом. Очень приятное такое получилось место. И обратите внимание, все стены в этой квартире и потолок в том числе покрыты декоративной штукатуркой под бетон. Штукатурка классный материал, очень надежный. Потому что ее, во-первых, невозможно поцарапать, она вообще практически не пачкается. Ну и в нашем случае она дает вот эту самую брутальную стилистику для серьезных мужчин. Спальню мы придумали в таком традиционном уже на сегодня варианте, с мягкой панелью в качестве изголовья кровати. Далее у нас тут вот тумбочка в таком шпоне подебеновое дерево. И туалетный столик, он выше уровнем, чем тумбочка, плюс зеркало с подсветкой. Ну так все конструктивно, полезно. В общем-то, в небольшом пространстве хорошо. Еще обратите внимание, очень важно, каркас кровати, какой он мягкий и скругленный. Потому что синяки вот на этих местах оставляют всякие модные красивые кровати. А мы вот все-таки позаботились о хозяевах квартиры. У кровати нет изголовья, вся стена у нас состоит из мягких панелей, они из того же материала, что и царга, и они создают очень приятную акустическую атмосферу в этой комнате. Я очень хорошо себя слышу, здесь нет эха, и это очень приятно именно для слуха, для атмосферы в комнате. В районе головы находятся наши любимые лампы-читалки. Обязательно ставьте их максимально вот в край кровати, не сильнее, не над головой, чтобы не биться ночью головой. Ставьте их прямо вот в самый-самый край. Здесь есть два выключателя, то есть есть, во-первых, ночной режим, когда вы включаете такой мягкий рассеянный свет, который не слепит вам глаза. Вы можете ночью проснуться, включить его и пойти в ванну, на кухню. И есть вторая кнопка, это уже свет для чтения, он вот так настраивается для вашей книги, и вы можете ночью аккуратно читать. У нас эта съемка получилась экспромтом, нам сказали, что вот, ребята, можно завтра снять, и все, и мы сразу же рванули в Москву. У нас здесь очень мало декора, то есть мы пользуемся подручными средствами. И угадайте, что мы поставили в вазу, вот эту помпасную траву, где мы ее взяли. Мы просто нашли в шкафу какой-то старый веник, разорвали его и сделали из него крутой вот такой декор в стиле теплого минимализма. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, это не стоит ничего, но смотрится очень круто. Вы всегда легко можете декорировать ваши интерьеры и делать их супер модными, супер стильными, актуальными и не вложив в это никаких денег. Вот представьте ситуацию. Вы лежите на кровати, а ваша девушка пошла в ванну. И здесь стеклянная перегородка, и все видно. Как девушка будет здесь находиться? Она будет стесняться. Поэтому со стороны спальни предусмотрена портьера на электроприводе, которую можно закрыть, заходя в ванну с клавиши. И, собственно, здесь получается отдельное помещение, и никто вас не видит. В
то же время, если вы здесь, например, один и стесняться некого, то портьеру можно оставить открытой и наслаждаться видом за утренним умыванием, также наблюдать красивый вид из Москва-Сити. Обратите внимание, кстати, на подсветку на зеркале, она такая дугообразная, очень интересная, задает динамику, потому что здесь одни квадраты, и вертикальные и горизонтальные линии, и такая скобка, она дает какую-то игру и динамику. Возможно, вы зададите вопрос, как вы так легко объединили спальню и ванну? Я тоже так хочу, но мне никогда такое не согласуют. Так вот, в Москва-Сити здесь все очень просто. Почему? Потому что это апартаменты, это не живая недвижимость. И здесь ванну можно поставить хоть вместо кровати, хоть вместо кухни. Единственное, что нужно, чтобы была хорошая инженерия, чтобы вода убегала, чтобы вода подавалась и так далее. Планировка здесь может быть какая угодно. Это апартаменты. Второй момент. Вы спросите, а где бортик, про который ты постоянно говоришь, Саша, чтобы вода не переливалась? Бортик здесь есть, просто он не особо заметен. Уклон от стекла к трапу минимален, но он все-таки есть. И за счет крупной плитки он очень хорошо здесь устроен. Как это все выглядит? Вот эта плитка у нас в горизонте, а вот эта плитка идет под небольшим уклоном вниз. Из-за этого получается разница в уровнях. То есть вот этот уровень горизонтальный, он как бы все выше и выше поднимается над этой плиткой. И вот здесь организуется бортик, в который будет упираться вода и дальше стекать уже у нас в щелевой трап. Это очень просто, но смоется очень стильно и минималистично. И давайте еще немножко позанудничаю. Обратите внимание, что здесь смеситель наклеен на стену, а его рабочая часть, там где смешивается вода, находится внутри стены. Так вот, эти боксы, просто заказчики часто про это спрашивают, как это работает. Обязательно вот эту внутреннюю часть нужно заказать и установить на стадии гипсокартона, кирпича, то есть на самой первой черновой стадии. А уже чистовые, вот этот кран, смеситель, это все устанавливается уже когда ремонт закончен, когда плитка уже наклеена. То есть по сути здесь две части, черновая и чистовая. Так здесь выглядит кран, смеситель, смеситель для душа с переключателем на верхний душ и ручной душ, где шланг подходит вот сюда, и также верхний душ, торчащий из стены. По мне это гораздо эстетичнее, гораздо минималистичнее и современнее. И кроме того, такое сантехническое оборудование гораздо проще обслуживать, вытирать. Единственное, что здесь, наверное, если бы здесь был такой огромный кран, на него можно было полотенце повесить или носки сушиться. Но во всех остальных случаях это смоется гораздо круче. Планировка сделана так, что в квартиру мы попадаем через довольно узкий коридор, но мы все пространство отдали больше в санузлы, в кухне, потому что здесь была свободная планировка и, в принципе, можно было делать, что хочешь. В прихожей удобная функциональная консоль, и вся эта стена зеркальная. Здесь можно отметить, что зеркала не просто наклеены одно большое зеркало, они наклеены вот таким панно, таким ковром. Здесь есть вставки из состаренных зеркал, из обычного стекла OptiWhite, и все вместе они создают интересный рисунок, делают стену такой более дробленной, сложной. И коридор плавно перетекает в панорамный вид, и сразу же от входа в квартиру мы понимаем, в чем есть вообще фишка всей этой квартиры. Вот этот шикарный панорамный вид на улицу. Прямо перед входом у нас есть небольшой пятачок, это вешалка, мы сделали интегрированную в потолок металлическую раму, чтобы вешать на нее часто используемые вещи. И, конечно же, такой закуток с гардеробом. Гардероб закрывается, там много места, и туда же мы поместили стиральную машину. То есть все вещи, шум будет здесь в прихожей, его не будет в самой квартире. За этой стеной у нас гостевой санузел, и в него мы попадаем через дверь скрытого монтажа. Гостевой санузел довольно просторный и нарочито брутальный. Вот он весь сделан в таком черном бетоне, черная сантехника, черная металлическая полка. А над унитазом у нас ниша с коллекторами, и доступ туда идет через вот такие зеркальные тонированные панели. Главная фишка санузла, что он такой моноколорный, черный, и мы предусмотрели в нише подсветку RGB, чтобы можно было просто моментально переключать настроение, делать его красным, синим, каким угодно. Но, к сожалению, сейчас на момент съемки эта лента еще не смонтирована, и мы не можем показать вам этот классный эффект. К сожалению, вот самая интересная фишка. И очень стильно смотрится, что смесители встроенного монтажа установлены на вот эту колонну, которой прислонили отдельно стоящий умывальник. И вот через вот эти две ниши они будут заполнены стеклом, черным тонированным стеклом. То есть из коридора ничего не будет видно, а из ванной вы сможете смотреть прямо наружу на панорамные окна. Вот такая фишка. Друзья, сейчас не работает монетизация, и если вы хотите поддержать наш канал и выход новых роликов, то обязательно переходите по ссылочке. Под видео я оставлю ссылку на наш Boosty.
Обязательно оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этой квартиры, что понравилось, что нет. Поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал и на все наши соцсети, там очень много всего для вашего вдохновения. Спасибо. Пока-пока!